Количество жертв в Туркестане идет уже на десятки тысяч. Ну, а что ты хочешь, Аркаша? Это холера, а не насморк. Я хочу, Афанасий Никитич, чтобы власти уже хоть что-то предприняли. Эпидемию необходимо остановить. Холеру можно остановить только поголовной вакцинацией. А эти царские олухи, они не то что холеру, они нашествие клопов остановить не могут. Да. А вот я читал. Во Франции господин Хафкин успешно провел испытания противохолерной вакцины. Только вакцину эту мы получим не скоро. Если вообще когда-нибудь получим. Володя Хавкин, добрая душа, прислал телеграмму нашему правительству. Хотел помочь в остановке эпидемии. И что же? Ему ответили, что не нуждаются в услугах неблагонадежного политэмигранта. Никуда они не денутся. Как миленькие закупит у Франции эту вакцину. В этом-то и трагедия. Закупят во Франции. А надобно, чтобы наоборот. А вот не надо было Хавкину связываться с этими народовольцами. Народовольцы – герои. Бомбист героем быть не может. Господа, с помощью террора нельзя решать политические споры. Вы абсолютно правы, доктор. Тем более люди вашей профессии без бомб могут совершить революцию. Абсолютно согласен. Я, разумеется, говорю о революции в медицине. Господа, поверьте, очень скоро никаких эпидемий не будет. Да? Это каким же образом? Лучшие умы Европы работают над этим. Да и русских ученых рано сбрасывать со счетов. Я думаю, что очень скоро мы сумеем всех удивить. Антон Андреевич, подождите меня, подождите, Антон Андреевич. Соломон Яковлевич, рад видеть вас в добром здравии. Ой, не скажите, когда человек заказывает у меня товару на 100 рублей, а потом пропадает с концами, как это должно отразиться на моем здоровье? И кто? Скажите мне, кто так с вами обошелся? Вы не поверите, но это был Афанасий Никитич Свиридов. Да вы что? И давно он вам должен? Со вчерашнего дня. Вы, конечно, скажете, что все это ерунда, и будете совершенно правы. Но ведь профессор, уважаемый человек, который всегда платил аккуратно, я беспокоюсь, как бы с ним чего не случилось. А домой вы к нему не посылали? Не просто посылал, а сам лично своими больными ногами пришел. Горничная сказала, что никого нет дома. Но я видел, как качнулась занавеска в гостиной. А чему там качаться, если никого нет? Совершенно справедливо, Соломон Яковлевич. Однако я уверен, что это недоразумение разрешится очень скоро и наилучшим образом. Да, разумеется. А все-таки вам бы не помешало заехать к профессору и выяснить, в чем там дело. Хорошо, я постараюсь. Ну вот и славно. Будьте здоровы. Всего доброго. Да. Совсем выжил из ума старик. Ты только послушай, что мне написала одна читательница. Дорогая Мария Тимофеевна, я годами закрывала глаза на странности поведения мужа, но когда я прочла ваш очерк «Госпожа и горничная», пелена спала с моих глаз. Аня, ты слушаешь? Да, пелена спала с ее глаз. Что дальше? Она убедилась, что муж ей изменяет, и теперь не знает, как ей быть. Так вот же оно.
Вот же, то, чего мне так не доставало моему роману. Здесь и интрига, и драма, и страдания. Это будет трагедия измены, а не история любви. На финале неверный муж будет непременно наказан. Он бросится под поезд. Хотя нет, это уже было. Он застрелится. Но это тоже было. Ну, тогда он поедет за границу и умрет от чехотки. А что, если он раскается и попросит прощения, а любимая его простит? Ни за что. Ему нет прощения. И никогда не будет. Он должен понять, как низко. Посыльный принес. От вашего батюшки. Похоже, пиво. Ризус сардоникус. Картина ясна. Что? Стряхнин? Скорее всего. А вот и бутылка. Николай Васильевич, стряхнин, как правило, растворяют в пиве или в вине, дабы отбить его неприятный вкус. Все самоубийцы так делают. Барышня, вы куда? Нет, этого не может быть. Она не могла убить себя. Накройте ее чем-нибудь. Вы кто, сударыня? Ксения Лаврова. Я живу в комнате напротив. Вы хорошо знали покойную? Да, мы дружили. Давно вы с ней виделись в последний раз? Вчера, сразу после полуночи. Я услышала шаги в коридоре, вышла пожелать спокойной ночи. Она была одна? Да, и в прекрасном настроении. Я давно не видела ее такой счастливой. Поверьте, она не могла убить себя. Это просто нелепо. Милая девочка, самоубийцы, как правило, скрывают свои намерения. Причем даже от самых близких людей. Извините, господа. Здравствуй, папа. А я боялся, что ты не придешь. Ну, разве я могла с тобой так поступить? Прости, я знаю, что очень виноват перед вами. Перед тобой, перед матерью. Я пока не могу принять то, что ты от нас ушел. Ну, не говори так. Ты ведь уже не ребенок. Прекрасно все понимаешь. Нет, папа, я не понимаю. Не понимаю, что ты нашел в нашей бывшей горничной. Да. Жаль, что все случилось именно тогда, когда служила у нас в доме. Но поверь мне, Лиза, она славная девушка, и ты поймешь это, если узнаешь ее получше. Я не хочу с ней сближаться. Как скажешь. Папа, ты уверен, что ты не совершаешь ошибки? Что ты об этом не пожалеешь? Еще не поздно все исправить. Я знаю маму, она простит. Нет. Это невозможно. Почему? Ну, а почему ты отказала Клюеву? Потому что я его не люблю. Ну вот и ответ. Я все-таки хотел бы попросить тебя не встречаться вновь со Штольманом, если, конечно, в тебе осталась хоть капля благоразумия. И это ты мне говоришь?
Скажи, голубушка, дома ли хозяева? Наташа, кто там? Проси. Александр Францевич, какой сюрприз. Рада вас видеть. Рад вас видеть, Лариса Ивановна. Что, Афанасий Никитич, дома ли он? Нет, он уехал. Его ночью вызвали телеграммой в Ярославскую губернию. Подозрение на случай холеры. Вот как. Я надеюсь, не подтвердится. Да, я тоже надеюсь. Вы себя как чувствуете? Да я все хорошо, я просто не выспалась. Собирала мужа в дорогу. Лара, Аркадий, у нас гость. Александр Францевич, мое почтение. Здравствуйте, Аркадий Константинович. Я вижу, вы ходили по грибы. Охотился. Вот как. Позвольте знать, где же ваша добыча? Знаете, я никудышный стрелок. Прошу меня простить, мне нужно переодеться. Да-да. Позвольте, так вам что-то нужно было от мужа? Да, собственно говоря, мне Афанасий Никитич обещал дать последний журнал «Вестник хирургии». Как вы думаете, когда он вернется? Да кто ж его знает? Я думаю, что не раньше, чем через неделю. Ну что ж, тогда через неделю, с вашего разрешения, я снова у вас. Мои почтения. Анна Викторовна? Да, это я. Что вам угодно? Меня зовут Ксения Лаврова. Мне дали ваше имя и адрес, сказали, что вы сможете помочь. Что у вас случилось? Мою подругу Юлю сегодня утром нашли мертвой. Я вам соболезную. Полиция считает, что это самоубийство, но они ошибаются. Почему вы в этом уверены? Если бы Юлю что-то тревожило, я бы сразу заметила. Но она была спокойна, даже весела. Если она действительно убила себя, я хочу знать, почему. Хорошо, я постараюсь вам помочь. Идемте в дом. Дух Юлии Поляковой, явись мне. Дух Юлии Поляковой, явись мне. Дух Юлии Поляковой, явись мне. Она здесь. Почему ты покончила с собой? Она была беременна. Беременна? Но тогда она тем более не стала бы себя убивать. Юля рассказывала мне, что всегда мечтала стать матерью. Кто виноват в твоей смерти? Не понимаю. Она кому-то писала? Или получала письма? Нет. Кажется, она ни с кем не переписывалась. Все-таки я вам советую поискать у нее письма. Хорошо. Антон Андреевич, как хорошо, что вас встретил. Хотел ведь уже лично зайти к вам поблагодарить. За что? Ну, Профессор с вами рассчитался. полностью. Мадам Свиридова прислала всю сумму и даже записку с извинениями.
Я очень рад. Но если вы думаете, что на этом история заканчивается... Вчера вечером я проходил мимо дома Свиридовых и увидел на заднем дворе большой костер. А возле него профессоршу и ассистента ее мужа. И что? Что они жгли? Что жгли? Я не разглядел. Но очень хорошо увидел, что ассистент обнимает профессоршу, как будто так и надо. Вам это кажется подозрительным? А вам разве нет? Соломон Яковлевич, полиция во всем разберется. Здравствуйте, Пелагея Ивановна. Антон Андреевич, опять шли мимо. Да, вот оказался неподалеку, и дай, думаю, загляну. И цветы тоже случайно купили, да? Да, то есть нет, цветы это, конечно же, вам. Благодарю вас. Какие красивые. Обожаю фиалки. Да, это фиалки. Я рад, что смог вам угодить. Как вы тут не скучаете? После пожара, наверное, покупателей поубавилось? Наоборот, валом валит. Сейчас никого, час ранний. Вот, разбираю новые поступления. Хотите, я вам помогу? Анна Викторовна, я вижу, вы решили мне помочь. Но я уже все закончил. Скажите, доктор, это Юлия Полякова? Да, это она. Она была беременна? Откуда вы? Ах, ну да. Вам удалось установить причину смерти? Да, она приняла стрихнин. Я полагаю, она хотела изгнать плод, но не рассчитала дозу. Значит, это несчастный случай? Голубушка Анна Викторовна, вы, молодые девушки, желая прервать беременность, вот так вот иногда заканчивают трагически свою жизнь. Книги я люблю. У меня и у самого небольшая библиотека дома. Антон Андреевич, а вы живете один? Да, на казенной квартире. Места, прямо скажем, немного, но мне одному хватает. А если я женюсь, то мне дадут жилье попросторнее. Давно хотела вас спросить, от чего вы живете один и не женаты? Видите ли, Пелагея Ивановна, я не умею нравиться женщинам. Для этого нужен какой-то особый талант. Мне кажется, вы на себя наговариваете. Вы так думаете? Ой, а мне сдается, что женщинам нравятся мужчины необыкновенные, загадочные и даже опасные. Ну вот взять хотя бы вас. Ой, простите, я не хотел. Я что-то не то сказал. Извините. Да нет, ну что вы. Именно такие мне и нравились. Ну, тогда я была молодая и глупа, а сейчас, смею надеяться, я поумнела. Яков Платоныч, не слышала, как вы вошли. Испугалась. Вам нечего бояться, когда я рядом. А вы рядом? Доктор? А вот Яков Платоныч к вам как раз пришел. Добрый день, Яков Платоныч. Слушаю вас, доктор. У меня к вам небольшая просьба. Видите ли, вчера после разговора с Антоном Андреевичем я решил съездить к Свиридовым. Профессора дома я не застал, а супруга сказала, что его телеграммой вызвали в Ярославскую губернию, якобы там вспышка холеры. В подобных случаях всегда оповещают губернские больницы, а мы
Никакого сообщения не получали. Так вот, я прошу вас, не в службу, а в дружбу. Пожалуйста, сделайте запрос в Ярославскую губернию. Не беспокойтесь, доктор, я сегодня же все сделаю. Благодарю вас. Скажите, описание вскрытия Поляковой готово? Да, давно готово. Пойдемте ко мне в кабинет. Добрый день, Анна Викторовна. А доктор? У себя, но занят. Николай Васильевич, что-то случилось? Может быть, я смогу вам помочь? Вчера по долгу службы я нюхал улики. Так. Я боюсь, что перенюхал стрихнина. Не волнуйтесь, Николай Васильевич. По воздуху им отравиться невозможно. Ну, и все-таки было чудненько бы принять какое-нибудь противоядие. А то, знаете, я ведь всю ночь не спал и прислушивался к своему организму. Замечательное есть народное средство. Сейчас напишу вам список растений, а вы их соберете и приготовите из них настой. На спирту? Нет, Николай Васильевич, на водяной бане. Ага. А готового средства нет? Увы. Желтый донник. Да-да, и далее по списку. Принимать каждый вечер перед сном. Календула, ревень. Благодарю вас, Анна Викторовна. Я не понимаю. У вас есть основания полагать, что с моим мужем что-то случилось? Сударыня, кто вам доставил телеграмму? Вы сами в глаза ее видели? Нет, я спала. Меня разбудил муж. Он пришел ко мне в спальню и сказал, что его срочно вызывают в Ярославль. Через час за ним прибыл казенный экипаж. Когда это было? Около часа ночи. Вы провожали мужа? Нет, объясните, что происходит? Дело в том, что никакой телеграммы из Ярославля не было. Вы уверены в этом? Более чем. Тогда что это все означает? Ну вот в этом я и собираюсь разобраться. Анна Викторовна, Здравствуйте, Ксения. Хорошо, что я застала вас дома. вы что-то узнали о Юлии? Увы, пока нет. А вам удалось найти ее письмо? Нет. Я не могу войти в комнату. У меня нет ключа. А у кого он есть? Вы видели того, кто доставил телеграмму? Можете его описать? Я не разглядывала. Да и темно было. Во сколько ее принесли? За полночь было, точнее не скажу. А когда уехал профессор? Около часа. Благодарю. Хозяин ключ не дает. Сказал, вещи только родным отдаст. А у нее одна тетка, да и та в Москве. Скажите мне, Ксения, а вы знаете, где он хранит ключ? Так когда экипаж отъехал? 2 часа ночи это было. А может, в 3? Не, я точно помню. Я еще на часы посмотрел. А горничная говорит, что в час? Наташка напутать могла. Что с нее с бабой взять-то? Добрый день. Чем могу служить, сударыня? Комнату у вас снять хочу на месяц. Что вы можете мне предложить? Такой прекрасной даме у нас самое лучшее. Есть отличный номер в 3-м этаже. Окнами во двор. Значит, вы с супругой тоже живете в этом доме? Мы с профессором работаем вместе.
И целыми днями не вылезаем из лаборатории. Ну и 1,5 года назад мы приняли решение, что так всем будет гораздо удобнее. Дом большой позволяет. Только лекарств. Зачем так много? Мой муж врач. Он предпочитает держать запас лекарств в доме. Позволите? Да, конечно. Вижу даже письма из-за границы. Профессор состоит в переписке со многими учеными из разных уголков света. Владимир Хавкин. Бывший народоволец, сбежавший за границу. Я прав? Хавкин, прежде всего, известный врач и эпидемиолог. Они дружат еще с университета. Володя консультирует моего мужа в создании противохолерной вакцины. Ваш муж работает над вакциной? В том числе. Профессор всегда работает над несколькими темами одновременно. Письма господина Хавкина и других корреспондентов я изымаю. Позвольте, это обязательно? Я не исключаю, что ваш муж был похищен. Его исследования могут представлять интерес для самых разных сторон. Честь имею. Удалось что-нибудь найти? Нет, никаких писем. Только книжка с записью расходов, но в ней ничего интересного. А это ее книги? Да, Юля очень любила читать. А был у нее любимый роман? Вот этот. Вы читали? Очень сильная книга. Томас Харди. Будь в полночь на углу Садовой, как обычно. Твое положение разрешится наилучшим образом. 1 сентября 94. Это накануне ее смерти. Скажите, вы знаете, кто мог написать эту записку? Юля с кем-то встречалась. У нее был поклонник. Она мало рассказывала мне о нем, но часто повторяла, что он настоящий джентльмен. Как в английских романах. Твое положение разрешится наилучшим образом. Думаю, что речь идет о беременности. Случай холеры в Ярославской губернии не подтвердился. Свиридов к ним не приезжал, да и не вызывал его никто. Вот телеграмма от главврача губернской больницы. Анна Викторовна, у вас что-то срочное? Я не вовремя? Ничего, мы уже закончили. Извозчик попросили? Да, конечно. От дома Свиридова никто никуда никого не возил. Ну что ж, продолжайте расследование. Николай Васильевич, как самочувствие? Неплохо, Анна Викторовна. Травки собираете? Собираю. Антон Андреевич, а что случилось с профессором Свиридовым? Откуда вы его знаете? Пропал. Возможно, похищен. Николай Васильевич уже знает? Да, я доложил ему. Он крайне обеспокоен. Надеюсь, нам удастся отыскать профессора. Обязательно отыщем. Анна Викторовна? Мне жаль, господа. Профессор мертв. Пищиков. Кто это? Да это сосед Свиридова, он живет на той же улице. А то есть он прямо в участок? Антон Андреевич Духи по-прежнему приходит в участок без повестки.
Господин Пищиков. Юрий Петрович, джентльмены, не имею чести быть с вами знакомым. Мы из полиции. Приехали расспросить о вашем соседе, господине Свиридове. Свиридов? What a surprise. Что же он натворил? Джентльмены, прошу, проходите, вход там. Как тут у вас все оплетено? Это виноград? Плющ. Нет, это хмель. Жаль, он не очень хорошо растет в нашей местности. Однако, господа, чем могу служить? Возможно, вы могли видеть отъезжающий экипаж от дома профессора Свиридова, ну, примерно около часа ночи. Нет, не видел. Дело в том, что я не заезжал домой, а поехал сюда сразу после дома невесты, госпожи Арсеньевой. И как раз было около часу, да. Вон оно как. Господа, угощайтесь. Это настоящий английский лимонад. Thank you, Джон. Он, конечно, Иван, но мне так привычнее. Неповторимо. Или повторимо? Как пожелаете. Джон! Душевно рад, что вам нравится. Я делаю его сам. Так когда вы видели профессора в последний раз? Весьма давно. Около года назад. А что случилось? Он наконец сбежал от своей благоверной? Почему вы так думаете? Ну, не хочу показаться сплетником, но у Ларисы Ивановны уже некоторое время affair. Что? Роман. С Уминским, его ассистентом. Откуда вы знаете? Можете мне поверить. Мы же с Афанасием из-за этого и поссорились. Я как-то застал Ларису и Аркадия в весьма фривольной ситуации и счел своим долгом рассказать другу об этом. И что, друг? Назвал меня сплетником и отказал от дома. Благодарю вас, Джон. Стало быть, у госпожи Свиридовой роман с ассистентом мужа. Полагаете, они могут быть причастны к исчезновению профессора? Но я бы этого не исключал. Доктор Милс сказал, что видел, как Уминский заходил домой на следующий день, весь перепачканный в грязи. Избавлялся от трупа. А телеграмма? Чистая выдумка. Этот Пищиков мне показался приятным, безобидным чудаком. В любом случае нужно проверить его алиби. Дни становились гуще. Ночь постепенно погружала мир в дремотную тишину. Когда печаль проступает все более явственно. Агата лежала в своей спальне, прислушивалась, не донесутся ли из передней шаги мужа. Агата вспоминала свою жизнь. Она никак не могла понять. А ты что делаешь? Где? Подслушиваешь? В какой момент? Подслушивать нехорошо. Вернула не туда. Нехорошо в гостях допоздна засиживаться. А ну, как барин надумает вернуться. А тут этот сидит. А это не твоя забота. Ступай. Она прислушалась. Шаги удалялись все дальше и дальше от ее спальни. Лариса Ивановна, я прошу прощения, что пришлось потревожить вас так рано. Не стоит извиняться, я места себе не нахожу. Вам удалось что-нибудь выяснить насчет моего мужа? И да, и нет. Вчера мы навестили вашего соседа, господина Пищикова. Пищикова? Он здесь при чем? Да вот, казалось бы, что и ни при чем, однако он показал, что, как бы это поделикатнее выразиться, что у вас с Аркадием Уминским… Все ясно. Этот сплетник намекнул вам, что у меня роман с Аркадием, мы с ним вдвоем решили избавиться от моего мужа. Не совсем так. Он сказал, что у него произошла ссора из-за этого с профессором, и ваш муж отказал Пищикову от дома. Ссора действительно имела место, но совсем по другой причине. Позвольте полюбопытствовать, по какой? Понимаете, Пищиков, он обожает Англию. Он готовит лимонад, печет
пироги из почек. В общем, корчит из себя некого эсквайра. Однажды он пришел к нам в дом с неким англичанином, и они вдвоем стали уговаривать Афанасия, чтобы тот переехал в Лондон. Мол, там он может сделать себе блестящую карьеру. Вот как? Да. И что же, профессор отказался? Он не то чтобы отказался. Мой муж, он истинный патриот. Его настолько взбесили все эти посулы, что он выставил Пищикова за дверь и велел впредь больше не появляться. Это любопытно. Да. И что касаемо моего адюльтера. Если вам интересно знать, то я уже 2 года живу с Аркадием, а его жена Маша живет с моим мужем. Разводы, как вам известно, в нашей стране запрещены. То есть вы... Впрочем, да. Так. Угощайтесь. Благодарю. Скажите, господин Пищиков навещал вас 3-го дня? Был. Вон, корзину цветов приволок. Не завяли еще. А в чем дело? Натворил что-нибудь? Мне кажется, это предположение вас совсем не удивляет. Юрка бес. За ним пригляд нужен. Иначе по кривой дорожке пойдет. Вы хотите связать свою жизнь с таким человеком? Да больно уж он мне нравится. Меня мой покойный Степан Петрович хорошо обеспечил. Теперь могу и по сердечной склонности замуж пойти. Воля ваша. Да я знаю, что у него ко мне корыстный интерес. Но ведь это и неплохо, когда муж у жены в подчинении. Странно, но мне нравится ваша честность. Я ему так и сказала. Узнаю, что врешь, или играешь, или по бабам ходишь. Выставлю на порог к чертовой матери. И что же он? Согласился? А куда ему деваться? Гол, как сокол. Да еще это англомания несчастная. Это ж надо придумать. В России пиво варить. Не лимонад, пиво? Вот и я говорю, дурак. Русский человек водку любит. В общем, прогорел он со всей этой своей идеей. Все деньги вложил и все потерял. Кому ж теперь он такой нужен? Да я бы и сама за него не пошла. Да больно уж он мне нравится. А во сколько он от вас ушел? До полуночи минут 20 оставалось. Точно не позже? Уверена. В полночь я всегда спать иду. Яков Платонович, хорошо, что я вас дождалась. Я хочу поговорить о деле Поляковой. Эх, Анна Викторовна, опять вы по делу. Так что случилось? Я думаю, она не совершала этого самоубийства. В тот вечер у нее было свидание с кем-то. Это вам сказал ее дух? Нет. Вот, нашла в ее комнате. Любопытно. Яков Платоныч! Я уж было собирался к вам ехать. Доброе утро, Анна Викторовна. Только что у меня была Лариса Свиридова. Она сказала, что год назад Пищиков собирался переманить профессора в Англию, в Лондон. Не так-то прост этот англофил. Англофил. Настоящий джентльмен. В усадьбе Пищикова на веранде растет хмель. Я помню. Так вот, его невеста сказала, что прежде он занимался пивоварением. И что? Из заключения доктора Милса следует, что девушку отравили стрихнином, который подмешивают в пиво, ну, для того, чтобы замаскировать его запах. Ах, вот оно что. Но у Пищикова есть алиби. В том-то и дело, что нет. Едем. Секунду, я возьму городовых. 1 минуту. О, господа и прекрасная леди. А чем обязан на этот раз? Вы солгали нам, господин Пищиков. От госпожи Арсеньевой вы уехали задолго до полуночи. А, может быть. Возможно, я запамятовал. Ну, а то, что год назад вы уговаривали профессора уехать работать на англичан, тоже запамятовали? Я не понимаю, на что вы намекаете. На то, что 3 дня назад вы
помогли похитить, а возможно даже убить его. Вы с ума сошли? Это правда, что мне предлагали большие деньги за то, что я уговорю Афанасия перебраться в Кембридж, но убийство? Я клянусь, я к этому не причастен. Ну а где вы были после того, как ушли от своей невесты? Извольте, у меня было свидание с дамой. А даму звали Юлия Полякова. Да. А откуда вы знаете? Это писали вы? Увы, это была наша последняя встреча. Несчастная покончила с собой. Нет. Ее убили. Вы. Как? И ее тоже? Это уже становится смешным. Уверяю вас, my lady, когда мы прощались, она была жива и здорова. I'm not your lady. А Полякова была беременна. Это вы знали? Нет. Клянусь вам, она ничего не сказала. В этом письме сказано: твое положение разрешится наилучшим образом. Что вы имели в виду? Речь идет о деньгах. Юля нуждалась, я помог ей. И сколько вы ей дали? Рублей 20. Только этих денег мы в комнате не нашли. Я думаю, что вы успокоили девушку. Возможно, даже пообещали жениться на ней. А в знак своей любви вы подарили ей бутылку пива собственного изготовления, в которой был стрихнин. Стрихнин? Помилуйте, откуда он у меня? Вы добавляете стрихнин в свое пиво для усиления вкуса. Как заядлый англофил, вы не могли не знать об этом трюке английских пивоваров. Стрихнин в пиве практически не ощущается. И вы добавили туда смертельную дозу для Юлии. Какое у вас богатое воображение. Вы решили поправить свои дела, женившись на госпоже Арсеньевой. И только вот она сразу дала вам понять, что никаких шалостей на стороне она вам не позволит. Побоялись, что Юля и ребенок просто помешают вам. Вот решили избавиться от них разом. Ну что ж, будем считать это признанием. Вы, как всегда, Анна Викторовна, оказались правы. Как же я рад, что Пищиков понесет наказание. Вот только к смерти профессора это никакого отношения не имеет.